Мы понимаем, что все-таки ресурса у них не так как много, и для этого и нужна им эта пауза, и для этого нужны им и индусы, которых, кстати говоря, вряд ли можете вернуть на рендере моде, но это не наши с вами проблемы, так точно. И вот, анализируя это все, высокопоставленные чиновники НАТО, ну что ж уж как есть, в интервью Ройтерсу не только, об этом пишет и Нью-Йорк Таймс, что Путину придется идти на всеобщую, которая и так длится только скрыто, но такую явную и в больших масштабах мобилизацию. А рискнет ли? Для него это вообще не проблема, потому что если вдруг у него население в какой-то связи разлюбило его на 0,5%, у него опыт, что с этими людьми можно делать все, что угодно. Когда он проводил пенсионную реформу, когда он обобрал стариков, ну, было, конечно, некоторое количество людей, возродивших и получивших демократизатором по башке. До этого была точно такая же монетизация льгот, проводимая Министерством здравоохранения, когда людей оставили без медикаментов, сказав, что за вот это 1000-рублевое лекарство мы вам дадим 3 копейки компенсации. И тогда полиция нормально совершенно била ветеранов, дедушек с орденами, которые проливали в праведной войне кровь, и говорили, а как же так? Им нормально совершенно объясняли по голове и по почкам, что вот так. И это никак не снизило рейтинг Путина, это не поколебало его власть, это вообще ничего не изменило. Это изменило только в жизни дедушки, которому отбили почку, и бабушки, которым проломили череп. И сейчас для того, чтобы расплатиться окончательно людьми, нет никаких препятствий. И если понадобится мобилизация, то тот же самый Песков объяснит, что все для фронта, все для победы, что Украина по всем фронтам, напавшая на Россию, подло ведущая, в том числе диверсионно-подрывные работы у себя, в России, когда она там уничтожает заводы, инфраструктуру. Несчастная, совершенно мирная, тихая Белгородчина, которая махала радостно платочком и говорила, ну что, вы украинцев убивать? Ну давайте, сынки, убивайте. А теперь к ним почему-то прилетело. И вот наконец-то, чтобы все было точно и по-русски, русский мир того требует, чтобы во всем мире стало хорошо, как это принято в России. Россия же хорошо на каждом углу. Поэтому нужно еще немножечко сил, а для этого, пожалуйста, вперед на фронт. При том, что Путин, он все-таки нашел очень важный инструмент привлечения этих людей. Лозунги, конечно, не настолько сильны. Люди обленились, люди вообще-то по качеству так себе. И Путин всегда знает, что плохонький народишко ему достался, но нищий и потому жадный. И Путин ведь созывает на войну не патриотизмом. Он объясняет это патриотизмом, Родина в опасности. Но на войну он созывает рублем. Ни одному русскому мужику за всю его жизнь никогда и никто не предлагал таких окладов, как за убийство украинцев. За убийство украинцев можно получить 10 тысяч евро. Мужик, который в своей жизни получал зарплату в 15 евро, в 30 евро. И когда он получал зарплату в месяц 100 евро, он считался кум-королю. Да жена может не работать, я уже сейчас машину себе куплю и даже корову заведу. Ему все завидовали и на всякий случай били и иногда сжигали. Ну, потому что разбогател буржуй, что это ты? И тут, наконец-то, такие деньги, 10 тысяч евро, 15 тысяч евро. Когда случилась трагедия с подводной лодкой «Курск», и когда Путин, конечно же, не справился с этой ситуацией, когда у Путина была задача утопить этих людей, ни в коем случае им не помочь, потому что концы в воду в ГБшной логике это самое правильное. Нет живых свидетелей, нет обвинения. И тогда эту подводную лодку подняли, отпилив ей носовую часть, чтобы, не дай бог, ракетно-артиллерийское отделение не всплыло и не стало понятно, что произошло. И первым на борт подводной лодки «Курск» вошел военный прокурор, который должен был разобраться, с чем ты будешь разбираться, если тебя половину лодки только подняли. И вот тогда, на фоне этой волны, страна еще была другая. Страна еще была отчасти добрая, отчасти осведомленная, еще были средства массовой информации. Начались выплаты компенсаций. А очень многие на подводной лодке «Курск», комплектование экипажа, они пришли служить из Курской области. Такая же нищая, драная, обглоданная, никому не нужная область России. И когда в семью, где погиб морячок, пришла компенсация, то вся деревня на сходе постановила семью раскулачить, потому что ей пришли деньги. В нищий край пришли деньги за убитого сына. И это непростительно, потому что мы тут все несчастные.
У нас у каждого второго либо погиб, либо инвалид, потому что спился, упал с комбайна, утонул в реке. А что это Марье Ивановне-то денег-то прислали за это? А нам-то, вон Васька топором печку забил. Так ему ничего не заплатили, ему, наоборот, пятнашку дали за это. Так вот, на полном серьезе, эти люди, получившие деньги, были вынуждены бежать из родного села и скрываться в городах. Потому что непростительно получение денег. Не смеешь ты за сына убитого получить компенсацию. И Путин прекрасно знает, что люди эти таковы. И чем они более нищие, чем они более убогие, чем более страшная у них повседневность, тем активнее они привлекаются рублем. И убивать украинцев они пойдут за деньги. Потому что им пообещали столько, сколько в живом состоянии им не обещали никогда. Ни на одной работе, ни по одной профессии за пределами Московского княжества, Московской кольцевой не бывает таких зарплат у людей, как за войну в Украине. Поэтому, когда Путин объявит мобилизацию, конечно, он ее объявит. Не так, чтобы это нужно обязательно делать. Все-таки Путин, он же мутный. Он же не выходит и не говорит: я принял решение, я беру на себя ответственность, теперь мы с вами сделаем. Он всегда между струйками как-то объясняет, что была такая необходимость, тут Украина на него нападала, поэтому теперь он вынужден. С войной будет то же самое. Мобилизация, конечно же, будет. Обязательно понадобится еще 500 000 человек, потому что невозможно воевать по-другому, тем более, когда эти люди воевать не умеют. И они все поднимутся, потому что будут подняты оклады, будут подняты выплаты, будут подняты страховки. И если сейчас по некоторым регионам разнарядка пошла, набрать с каждой области по полку невозможно набрать. И в самых нищих регионах предлагают 1 000 000 рублей. Да. 1 000 000 рублей в этом регионе даже председатель колхоза не видел никогда в итоговой ведомости. 1 000 000 рублей – это запредельные деньги. Это столько, сколько не бывает в жизни. Потому что когда социологи проводили опрос, они спрашивали, какая сумма в месяц для вас является чрезвычайно достаточной. Не вот так, чтобы концы с концами, а вот так, чтобы прям наотмашь ты респектабелен. У людей не хватило фантазии преодолеть рубеж 100 000. Они говорили: 100 000, и все, и я хум королю. А тут тебе единовременно 1 000 000. Это кружит голову. Поэтому, когда нужно будет Путину набрать 500 000 для того, чтобы пойти нормально убивать украинцев, потому что Украина не должна существовать, он просто поднимет расценки за жизнь. Не украинцев, своих. И это будет 2 миллиона, это будет 20 000 евро, это будет 50 000 евро. Таких денег не бывает на периферии. Ни у кого. За такие деньги убивают однозначно, выжигают все село, если там кто-то вдруг с такими деньгами. Потому что это непростительно, это недопустимо. И когда Путину нужны будут люди, он совершенно спокойно их наберет. Кривых, убогих, тупых, ничего не умеющих, пушечное мясо, которое будет утилизировано все на Украине. И никто туда не вернется, и даже мяу сказать не успеет, и написать, что какой я был дурак, зачем же я туда пошел. И вот украинская земля меня приняла, и все. Но приманка, но этот 1 000 000, эти 5 миллионов, она же как анестезия. А русский человек-то он и так в дурмане живет. У него же мозгов-то не очень много, у него же телевизор вместо мозгов. И водка по праздникам, а праздник иногда каждый день. Он и так в дурмане. Он не очень знает, что истинно, что верно, что ценно, а что нет. А тем более он суицидник. Он понимает, что он родился зря, жить ему не для чего. Вся его жизнь сводится к тому, чтобы дотянуть до получки, либо до ящика водки. И тут 1 000 000, 2 миллиона, 3 миллиона. И чем черт не шутит? А вдруг я буду единственным из села, кто вернется? И тогда эти все миллионы будут мои. Поэтому с этими людьми, с этим стадом очень просто. Их нужно будет поманить рублем, и они пойдут убивать. Потому что они всегда надеются, что, как и обещал дядька военком, мы будем окопы рыть в 3-й линии. Конечно, тем более, мы же стрелять-то не умеем, убивать никого не будем, а денежки нам капнут. Потому что власть-то же не обманывает. Она же раз пообещала, так точно даст. И так можно будет по сусекам выскребать этих людей очень долго. Потому что для того, чтобы патриотизмом их набрать целую теплушку, для этого нужны чеченцы в каждой подворотне, чтобы их заградотряды сгребали всех, кто ходит по улицам, пинком загоняли в вагон и отправляли на фронт. А за рублем сами придут. Да. Страна тюрьма, но за этой решеткой оставаться и рады.